Салют, друзья, меня зовут Макс, мой никнейм КТ, Королевство 283. Сегодня щеки разминать не надо, юмора не будет. Сегодня у нас поучительная темка касаемо именно юнитов. Я постараюсь выпустить 4 блога подряд именно о самих юнитах, о солдатах, какие солдаты нужны в замке, какими солдатами нужно воевать, какие солдаты нужно прокачивать. Возможно, данная информация будет немного некорректна, возможно, моя информация будет для кого-то неинтересна. Я убедительно прошу сдерживаться в первую очередь, особенно в комментариях. Почему? Потому что я не супердонат, я многого не знаю, но стараюсь разбираться вместе со всеми. И если что-то пойдет не так, как все любят говорить, подсказывайте в моих комментариях, но не судите строго. Итак, поехали. Сегодня мы разберем пехоту. Как видите, я качаю Вульжмен. И сегодня хочу поговорить с вами в целом вообще о юните пехота. Что дает нам данный юнит? Давайте зайдем в детали. Значит, строим казармы. Нам нужны казармы как минимум П6 для того, чтобы наши войска работали. И мы разберем давайте 4 юнита. Это пикинеры 9 уровня, 10 уровня, 11 и 12. 13-го, к сожалению, на данный момент нет, но они очень похожи с вульжменами. Вот. Поехали, значит, начнем. Давайте с 9 уровня пехоты. Это пикинеры. Значит, данные пикинеры, они наносят урон и вообще повреждения кавалерии. Также у них есть шанс нанесения тройного урона, значительное увеличение атаки пикинеров, увеличить урон кавалерии и шанс игнорировать уклонение противника и разгромить и наносит существенный урон войскам противника, находящимся в районе поражения. Итак, данный юнит, он служит для атаки пехоты. А атаки пехоты в основном это 10 уровня и 11 уровня. 12, к сожалению, 9 пехота не так сильно бьет. Ну, а если говорить про грифонов, то, в принципе, сыпется. Итак, как видите, здесь у нас есть вариант шанс нанесения тройного урона, значительно увеличивает атаку пикинера. И, конечно же, увеличить урон кавалерии и шанс игнорировать уклонение противника. Уклонение противника у нас имеется в юните конь. Соответственно, это и говорит о том, что, как видите, уклонение шанс избежать урона. То есть все прокачивают коня до 50 уровня, но потихоньку по многочисленным отчетам я понимаю, что сейчас играет именно пехота. И как практика показала, и последние боя разных всяких событий, пикинеры это довольно достойный уровень вообще и достойный юнит. 9 пехота, еще раз повторюсь, она атакует по уровню коней 10 и 11 уровня. Все данные мои, как бы, это догадки, это использовались, у нас использовалось это на формате боев, тестировали, и вот то, что мы заметили. 10 уровень пехоты, это уровень защитной пехоты, она очень слаба на данный момент, как бы она дает там снижение урона от атаки лучников и арбалетчиков, то есть при нахождении, так сказать, если в вас будут бить человек, который имеет лучников, то замоленный, прокачанный ваш юнит пехоты 10 получит возможность атаковать лучников, либо проигнорировать их выстрелы. И ваш следующий ряд, это кавалерия, нанесет удар, либо же осадные орудия, либо пикинеры нанесут удар по лучникам. Вот, поэтому, имея небольшое количество защитного юнита, а именно 10-ю пехоту, я считаю, что она необходима в замке, так как сейчас очень часто миксуются сборы, и мне кажется, это необходимо. Так. О 10-м, значит, данном войне, о данном 10-м юните рассказать мне толком нечего. У них есть здоровье, у них есть хорошая защита, но у них слабая атака. В большей степени данный юнит принимает на себя урон, что позволяет вашим другим войскам, а именно кавалерии, осады, луки, пикинеры, они бьют. Вот такой юнит у нас номер 10, и перейдем к юниту 11 уровня. Я о нем очень хотел много рассказать.
Вот, но, как всегда, у меня получится мало. Данный юнит не является защитным, он является атакующим звеном, и у него, в принципе, точно такие же критерии, как и у 9-й пехоты. Единственное, есть небольшие изменения, это значительное увеличение урона, наносимого кавалерии, а также увеличение точности удара. Обратим внимание, что здесь атака 95, здоровье 21 и защита 52. У 9-го пикинера мы имеем 84, 49 и 18. Соответственно, 11-й пикинер может по атаке и силе и защите, также здоровью, в принципе, противостоять и Грифону. Насколько практикой, опять же говорю, и отчеты показывали результаты боев, то 11-й пикинер очень неплох, если он имеет молитвы хотя бы от 32, 30-32 единицы. Я не знаю, как правильно это назвать. Я на данный момент замолил всего до 20 своих пикинеров и продолжаю дальше их подмаливать. Так как, опять же, повторюсь, эра пехоты, точнее, эра, наверное, кавалерии потихонечку отходит на задний план. Также есть шанс нанести большой урон окружающим войскам ближнего боя. Тоже немаловажный критерий, но его я качаю в последнюю очередь. И здесь растут проценты, и здесь растет опыт. К сожалению, мало геральдики, это мало молитв для того, чтобы сделать их выше. Ну и значительное увеличение атаки, небольшое увеличение поражающего урона. В целом, еще раз повторюсь, этот юнит, он очень хорош в атаке. Я незамедлительно на этом ВП буду тестировать данный юнит, даже при моих молитвах 20, там 22, я в любом случае их буду тестить. И считаю, что пикинеры 11 Вульжмен будут отыгрывать идеально. 12-й юнит, это Дикарь-повелитель, это также защитный юнит, он также снижает урон лучников и арбалетчиков, значительно увеличивает здоровье и защиту, и есть такой продвинутый, навык, продвинутый щит-стена. Значит, данный навык, по сути дела, он снижает снижение получаемого урона на такой-то процент, 62-25 шанс снижения получаемого всеми войсками урона на 20-41. То есть, по факту, данный навык, который мы прокачиваем, он снижает урон наносимый. Это именно снижение урона наносимого кавалерии, осадными орудиями, лучниками, в принципе, всеми юнитами, которые возможны. Но, опять же, повторюсь, как практика показывает, в основном пехота, она бьет кавалерию. И это немаловажный критерий на данный момент и немаловажный вообще юнит, который может противостоять кавалерии. Вот такие, друзья, у нас есть юниты. К сожалению, я не буду рассказывать о 8-х, 7-х и 6-м юните. В принципе, про 8-й я могу сказать, что тоже является атакующим звеном, но 8-й ряд войск, он не имеет молитв, поэтому считаю его вообще просто ненужным. Мое мнение таково, что я на данный момент строю вульжменов этих, и я хочу добиться как минимум 1 миллиона данных солдат, промолить их как минимум хотя бы там до 40 и все-таки играть данным юнитом. Также я сейчас, секундочку, меня зовут. Вкратце еще хотел немножко рассказать о 12-х пикинерах, но, к сожалению, сегодня у меня не получится, точнее 13-х, прошу прощения. Но, опять же, расскажу, что паладины по последним отчетам, когда они имеют молитву 75, ну это понятно, что это может и использовать только донат, они бомбят просто как звери. Ребят, не забывайте обязательно по всем юнитам, а особенно 13 уровень пехоты, если у вас есть, и у нас есть такая книга Паладина, вот ее нужно прокачивать. Ее нужно прокачивать полностью всю, в принципе, так же, как и юниты Грифона. Я потихонечку, на что у меня хватает камней и всякой вот этой шняшки, я прокачиваю. Дорого, это честно очень дорого, потому что здесь, например, надо 7 свитков для того, чтобы увеличить урон навыка рыцаря Грифона, и в стадии наших событий, а это события осада тени,
Мы получаем постоянные атаки каких-то монстров и получаем за это мифрил и еще какую-то шнягу. Ну, в общей сложности за счет... Блин, не помню, что мы получаем сейчас. Посмотрю, секундочку. Награда за подкрепление. Мы, значит, камни. Получаем мы камни. Эти камешки мы можем комбинировать опять же, в данные свитки. Ну, к примеру, вот так. 14-15 свитков мы возьмем, сделаем на сегодняшний день, и у меня еще останется 300 тысяч камней. За эти 15 свитков в четверг я прокачаю обязательно своих грифонов, а возможно начну и качать там какую-то другой юнит, может быть паладинов. Не знаю, еще не принял решение, но обязательно их нужно прокачать. Вот, это вкратце, что хотел рассказать. Также не забывайте изучать все науки возможные, которые позволят, ну, те же навыки, либо военное дело, либо отборные войска, где можно прокачать тот же самый урон пехоты. Это немаловажно, это нужно качать для того, чтобы ваша пехота делала этот урон и наносила. Ну и, конечно же, не забывайте звездную карту. Там есть урон пехоты, защиты, критические удары пехоты. Важный юнит, особенно на данный момент в сражении. Друзья, на этом, пожалуй, все. Не все. Продвижение в войск еще. То также не забывайте прокачивать свои войска. Каждые там 20 атрибутов вы можете повышать здоровье, защиту, атаку и урон пехоты. Я на данный момент пехоту сделал 100 и выше не собираюсь пока поднимать, потому что ну просто нет на это возможности. Хочется добить до 100 кавалерию, потом взяться за осады и за луки. А теперь, друзья, на этом все. Меня зовут Макс, мой никнейм КТ, Королевство 283. Ждите следующего выпуска. Надеюсь, следующий видос я посвящу осадным орудиям. Пока-пока.